Всем привет! Если у вас закапал кран на кухне или в ванной комнате, то это видео для вас. Обычно вода капает из излива или течет маленькой струйки. У меня вот такой излив. Они бывают разные в зависимости от конструкции самого смесителя. Причина тому – поломка кран-буксы. Как вы видите, здесь у меня большой набор самих кран-букс. Все они разные, отличаются друг от друга и диаметром, и длиной, и в зависимости какой барашек, бывают на штоке сечения квадрат, бывают шлицы. И вот я хочу на примере одной кран-буксы показать, как устраняются причины, присущие всем этим кран-буксам. Давайте вот для примера возьму бэушную буксу, одну вот возьму новую, еще одну возьму и приступим к разбору неисправностей. Если уж на то пошло, чтобы нам отремонтировать кран-буксу, ее надо выкрутить из самого смесителя. Для примера взял вот такой смеситель. На нем я наглядно покажу, как выкручивается сама кран-букса. Снимается декоративная заглушечка. Вот так вот подцепили. Я вам хочу сказать, этот смеситель новый, поэтому он легко у меня открутится. А если у вас будет уже старенький, то, конечно, придется там использовать ВДшку, лимонную кислоту. Короче, средства, которые удаляют ржавчину. Сейчас нам надо снять барашек. Вот он снял. И теперь здесь ключ на... Сколько у нас? На 14. Рекомендую вам использовать все время накидные ключи. Потому что рожковым при неоткручивании можно сорвать шлицы на самой кран-буксе. И тогда будет проблематично вообще ее отсюда выкрутить. Держим одной рукой сам смеситель и откручиваем кран-буксу. Вот новая и то туго пошла. Вот все. Открутили. Переходим к причинам, которые могут привести к тече воды из излива. Начнем снизу. На кран-буксе устанавливается уплотнительное кольцо из термостойкой силиконовой композиции. Вот это вот уплотнительное кольцо силиконовое. Вот на этой кран-буксе резиновое. Я, конечно, вам рекомендую при покупке покупать все-таки кран-буксы с силиконовой прокладкой, потому что резина, особенно если она стоит на горячей воде, ссыхается, трескается, лопается и быстро выходит из строя. Оптимальный вариант — это вот силиконовая прокладочка. Первая причина, почему может быть течь. К примеру, при длительном использовании кран-буксы прокладка поменяла свою форму. То есть она или усохлась, или появилась трещинка, и вода через эту прокладочку стала проходить наружу и выходить через излив. Ее можно заменить на новую. Сейчас я вам покажу ее. Вот у меня есть вот такой набор. И вот они сами прокладочки. Вот они такие разные. Просто заменили, и течь устранилась. Это вот первая причина. Пускай этот наборчик будет здесь рядом. Он нам еще пригодится. Продолжаем дальше. Какова же роль самой вот этой вот прокладки? Она не только дает плотно прилегать к кран-буксе к седлу смесителя. Вот у нас седло, как вы видите. Но также она воздействует на керамические пластины, которые находятся внутри. И если появляется там небольшой зазор, то она как бы компенсирует за счет своего давления на эти пластины. Сейчас я разберу кран-буксу и перейдем к другой поломке,
самой кран-буксы. Снять эту прокладочку не составляет труда. Подцепили и вытащили. Здесь мы видим керамическую пластину. Данная пластина неподвижна. Течь воды происходит, когда нарушена плотность соприкосновения двух керамических пластин. Я сейчас их вытащу, вам покажу. Вот эта пластина неподвижная, вот эта подвижная. Когда здесь появляется между ними зазор, происходит течь. Можно устранить этот зазор, это вот вторая причина, путем подкладки вот сюда какой-нибудь уплотнительного, ну, можно кольца, к примеру, резинового. Вот так вот подложили. Затем ставим вот это вот уплотнительное кольцо. И получается так, ну, это кольцо, конечно, толстовато, надо потоньше. Получается так, что при закручивании вот это кольцо прижимает два керамических диска более плотно друг к другу, и течь устраняется. Можно также использовать, это оптимальный вариант, я вам хочу сказать, это подложить медное кольцо. Некоторые вырезают из пластмассы, можно вот резиновое, тут только подобрать нужного диаметра, тоже имеет очень хороший эффект. Еще маленькая деталь. Я когда рассказывал про первый случай, имеется в виду, когда течь происходит из-за того, что нарушено вот это уплотнительное кольцо, можно еще попробовать, как устранить течь. Взять ключ, который подходит к самой кран-буксе. Вот у меня ключ на 14. И попробовать чуть-чуточку буквально подтянуть саму кран-буксу, чтобы она закручивалась в смеситель. Это делается для того, чтобы устранить, если есть зазор между вот этой вот прокладочкой и корпусом самого смесителя. Здесь, я думаю, все понятно. Так, пошли мы дальше. Вот две причины мы уже разобрали. Вытаскиваю я это колечко. О размерах данного кольца я скажу чуть позже. Теперь нам надо разобрать саму кран-буксу. Чтобы нам ее разобрать, надо просто надавить на шток кран-буксы. Но здесь нету стопорного кольца. Вот на этом варианте есть стопорное кольцо. Как его снять, я сейчас покажу. Берем или маленькую отверточку, или вот шило, подцепили. И вот так вот аккуратненько вытаскиваем стопорное кольцо. Давайте вот я вот на примере вот этой вот кран-буксы и продолжу свой рассказ. Эту я пока отставлю в сторону. Здесь вот такое кольцо, фиксирующая скоба. Бывает вот такой вот штырек закручивается. Здесь, по-моему, вот, я вижу, здесь четырехгранник, отверточка маленькая. Выкручиваем ее и потом надавливаем, и выходит. Или бывает вот такого плана скоба. Сейчас покажу. Ну тут вообще легко. Подцепили и вытащили. Пошли дальше. Эту прокладку мы сняли. И надавливаем с усилием. Вот у нас все хозяйство выходит. Это вот корпус кран-буксы, шток, прокладки две резиновые, второпластовое кольцо, или как еще можно ее назвать, кольцо скольжения из полимерной композиции. И вот у нас два керамических диска. Их плотное прилегание соответствует герметичности кран-буксы. Если здесь попала соринка или образовалась царапина, все, тогда мы кран-буксу не отремонтируем, потому что саму керамику мы ничего с ней не сделаем. Надо тогда будет менять или кран-буксу, или вот эту пару. Ну, скорее всего, кран-буксу. Идем дальше.
Почему здесь может еще образоваться зазор? На штоке имеется второпластовое кольцо. Как я уже и говорил, кольцо скольжения из полимерной композиции. При работе кран-буксы это кольцо изнашивается, и, соответственно, шток начинает ходить вверх-вниз, образуется зазор между керамическими пластинами, и отсюда вывод. Вода пошла капать из крана, из излива. Как нам устранить вот эту неисправность? Некоторые советуют сделать кольцо из проволоки, из медной. Вот из такой. Я вам хочу сказать сразу, я категорически против этой идеи. Я попробовал на собственном опыте и пришел к выводу, что этот ремонт не годится вообще. Во-первых, эта кран-букса при 2-3 использовании начинает течь, как будто вы открыли воду. А все из-за того, что данное кольцо из проволоки, во-первых, при нагрузке оно вот так вот разогнется. Во-вторых, площадь соприкосновения здесь полукруглая. И, короче, разгибается это кольцо. Шток начинает болтаться вот эти керамические пластины. И данный ремонт, он несостоятельный. То есть, я вам категорически советую не пользоваться проволочкой. Выход еще один есть. Если, к примеру, у вас две кран-буксы сломаны, берете от одной второпластовое кольцо и от другой. Одно кольцо стертое и другое кольцо стертое. В сумме дают новое второпластовое кольцо. Вот так вот поставили, собрали кран-буксу, и она у вас еще поработает. Но самый оптимальный вариант я оставил на потом. Я вам сейчас его покажу. Вот как вы видите, у меня шайбочка. Я ее уже подкладывал под прокладку. Говорю ее размер. Наружный диаметр 14 мм. Внутренний 10 мм. Толщина самой медной шайбы 1 мм. Вот ее мы и поставим вместо второпластового кольца. Вот так она у нас станет. Это так будет стоять она внутри. Но перед тем, как ее поставить, чтобы 2 раза мне кран-буксу не разбирать, не собирать, я еще вам скажу о 4-й причине течи самой кран-буксы. Вода может течь непосредственно между штоком и корпусом самой кран-буксы. За это отвечают у нас вот эти две прокладочки. Как их заменить, я думаю, труда тут не составит. Взяли, подцепили их, отсюда вытащили. Или если у вас нету, купили в магазине, подобрали. Вот у меня, к примеру, есть вот такой наборчик. Вот. Я прекрасно их могу заменить на новые прокладочки. Смазать литолом. Для того, чтобы лучше было соприкосновение с корпусом и была герметичность. И эта кран-букса у меня еще очень много прослужит. Так, это я рассказал вам 4-ю причину. Так, продолжаем вот с этим медным колечком. Некоторые также в видео советуют не ставить медное кольцо из-за того, что оно может проточить здесь вот канавку, латунь может попортить. Я вам хочу сказать, что медь, как вы знаете, это цветной металл. Латунь, сплав, вот этот вот желтый, который помимо меди содержит примеси олова, марганца и так далее. Латунь намного крепче и прочней, чем сама медь. Поэтому, если что и будет изнашиваться, так это медное кольцо. Поэтому утверждение, то, что это медное кольцо расточит и выйдет из строя вот этот вот латуневый шток, не выдерживает никакой критики. Переходим дальше.
Вот так вот мы не сможем поставить шток и медную шайбочку в корпус кран-буксы. А все из-за того, что внутри есть выступы. Но здесь вам плохо будет видно. Короче, внутри там выступы, которые будут мешать поставить в сборе саму медную шайбу и шток. Поэтому ее надо ставить по отдельности. Это еще важный момент. Об этом надо не забывать. Просто вот так вот опустили шайбочку. Вот вы видите. И поправили ее, чтобы она стала точно в седло. Там выступы чуть мешают, но все равно бочком мы сейчас ее поставим. Вот все. Как вы видите, шайбочка стала на место. Теперь мы спокойно можем поставить шток. Но перед этим давайте оденем подвижный диск керамический. Вот так вот у нас стал. И опускаем. Держим за шток внизу. И с поворотом влево-вправо, чтобы шток вышел наружу. Вот проемка под скобу. Эта проемка должна быть наружу. Вот так у нас получилось. Затем одеваем неподвижный диск. На самом неподвижном диске вы видите тут выступы с одной стороны и с другой. И то же самое находим на самой кран-буксе. Одеваем вот этой вот гладкой частью на подвижную кран-буксу. И что нам остается? Последнее. Одеть прокладку. Вот теперь у нас кран-букса, можно сказать, в сборе. Да, не забываем поставить вот эту скобу, если она есть. Попали в гнездо. И буквально отверточкой вот так вот аккуратненько до щелчка надавили. Все, скоба стала. Можно сказать, у нас кран-букса в полном сборе. Так, остановлюсь на пятой причине. Течь кран-буксы может быть еще и при нарушении данной прокладочки. То есть один раз мы закрутили кран-буксу, выкрутили, закрутили, выкрутили, ее нарушили. Если ее нет возможности заменить, а это простое колечко, можно подмотать фум-ленту. Вот есть кран-буксы, где резьба до конца. Здесь вот видите такой ободочек без резьбы. А есть, ну вот здесь вот резьба до самого конца. Здесь вообще прямо резьба проходит через всю кран-буксу. Поэтому кран-буксы разные, но ремонт у них одинаковый. И шестая причина, она идет как бонус. Но, конечно, эта причина очень редко бывает. Это надо, я не знаю, или иметь какую-то силу там неимоверную, или открывать кран-буксу ключами. Это когда полностью срывают вот этот шток, и он крутится на все 180 градусов. То есть, в данный момент вот у нас есть ограничение. Открыли, закрыли, открыли, закрыли. А то, если ее сорвать полностью, так сказать, с дури, то это шток будет крутиться в разные стороны. Ну, вот здесь вот есть фиксатор. Вот этот вот. Конечно, вот такой трудно сломать. Но внутри там маленькие выступы. Их очень легко сломать. Если, конечно, применять очень большую силу. Ну вот, на этом оптимистической ноте я заканчиваю свое видео. Попрошу вас подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Так что до скорых встреч, жду вас на своем канале. Все, всем пока.